mighty lucky, got a brand new man. Мы поговорим о том, как открыть коктейльный бар. Наш бизнес-план спустя первый год работы мы назвали «Слабоумие и отвага». К сожалению, да, есть такой момент, что ходила, опять же, фраза из 90-х, да, лед и пена, хлеб бармена. Насчет цен в супермаркетах, наверное, это будет для многих открытием. Привет! Сегодня в первом баре на Подоле мы поговорим о том, как открыть коктейльный бар. И нам об этом расскажет владелец пиар-бара Виталий Моначинский. Привет, Виталий. Привет. Ну что, вопрос самый стандартный. Как пришла идея, почему открыл бар? Первый год я очень часто отвечал на этот вопрос всем гостям, друзьям, которые приходили. Идея пиар-бара — это на самом деле идея, такая мечта 30-летних. Я работал в совершенно другом бизнесе, в B2B продажах. И в какой-то момент мы сидели с моей хорошей знакомой на кухне, пили ром, посмотрели друг на друга и сказали: слушай, нам по 30 лет, давай что-то сделаем. Давай откроем бар, давай. Класс. И с этого момента все закрутилось. Я начал искать помещение, она начала писать концепцию, идеи, набрасывать названия. У нас был список там, из 30 вариантов названий. И через 8 месяцев мы открыли пиар-бар. Почему название пиар-бар? Это что-то значит? Это пиар-бар, и внизу у нас подписано Drink and Networking. И мы хотели сделать площадку, которая будет таким рупором, местом, рассказывающим о культуре питья, культуре гастрономии в целом. В то время, это 2015 год, коктейльная культура вот только набирала обороты. Это сейчас в Киеве там, наверное, уже под 200 коктейльных баров. Мы открывались, мы были в числе первых 10, наверное. Мы хотели говорить о том, как правильно употреблять смешанные напитки, да, там, коктейли. Как их готовить, в чем фишка, какой крепкий алкоголь туда идет, какие ликеры, какая ароматика, какой вкус получается. И вот эту европейскую атмосферу баров, в которых этой коктейльной культуре уже там больше 100 лет, у нас ее поддержать, ее ретранслировать. И у нас это круто получилось. Первые 2 года мы очень активно выступали площадкой, на которых алкогольные бренды презентовали новинки, которые они привезли в Украину. Мы периодически проводим мероприятия «Алкокульт Просвет», на которых мы вместе с коллаборацией с какими-то, опять же, алкогольными брендами или бренд-амбассадорами рассказываем нашим гостям в камерной атмосфере что-нибудь интересное, там, допустим, про виски, про бурбон, про джин, как он готовится, какие нюансы его приготовления, как готовится коктейль на его базе, какая ароматика, какой вкус и так далее. Ну, для меня это было вообще сумасшедшим открытием. То есть концепция ваша зашла. Вопрос, вот ты изначально упомянул, что вы сидели, просчитывали. Частый вопрос нашим гостям — это бизнес-план. Наш бизнес-план спустя первый год работы мы назвали «Слабоумие и отвага». Потому что, наверное, только сейчас, вот на 4-й год работы бара, я разобрался и понял, как это работает. Если сейчас я отслеживаю порядка 30-40 показателей работы бизнеса, то тогда мы ориентировались на 2. Это средний чек и количество гостей. С потолка себе взяли цифры, как-то их прикинули, как-то там себе покумекали. Набросали бизнес-план, это было в виде Excel-таблички. Среднее количество гостей в день, умноженных на средний чек. Конечно, мы консультировались с друзьями, знакомыми, с людьми, которые работают в этой сфере. Они нам называли реальные цифры по рынку, но у нас не было столько денег, чтобы открыть этот бар. И мы сказали: да ладно, нормально все будет, и откроемся. Это был чистой воды энтузиазм. То есть вот на энтузиазме мы взлетели. Классная концепция, энтузиазм и такое действительно искреннее желание сделать прикольное место. Раз ты упомянул уже цифры, что у вас не было столько денег, хотелось бы узнать,
Сколько стоит, ну вот минимально ты как специалист уже в этой сфере, сколько минимально стоит, чтобы открыть бар? Ну, опять же, если мы говорим про Киев, то тут одна цифра. Если мы говорим про какие-то другие города, другая. Но минимальная цифра — это где-то 500-700 долларов в квадрат. Реальная цифра со всеми затратами — это 1000-1200 долларов в квадрат. И тогда ты сразу все делаешь правильно. Частый вопрос, там, лицензии на алкоголь, лицензии на еду, как вас проверяют? На самом деле это не самый сложный, по моему мнению, вопрос. Лицензию получить достаточно просто. Тебе необходимо юрлицо, или физлицо, или товариство, и получить соответствующую лицензию. Если ты хочешь продавать алкоголь или табак, соответственно, алкогольную или табачную лицензию, либо обе. Стоит алкогольная лицензия 8 тысяч гривен в год, табачная 2000 гривен в год. Ты можешь платить их сразу, можешь платить квартально. Получается, в течение 3 недель в законном порядке достаточно легко и просто. Насчет проверяющих органов, опять же, когда мы заходили в помещение, в котором мы находимся, здесь были ребята-кофейщики, и они работают немножко в другом сегменте, они работают на маленьких квадратах, там 20-30 квадратов. Они взяли это помещение и, как я понимаю, немножко не рассчитали силы. Мы зашли сюда и подумали, что класс, сейчас мы тут немножечко за недельку сделаем косметический ремонтик, откроемся и все будет круто. Но не так все просто оказалось. Про всю глубину разрешительной документации, начиная от предназначения помещения и заканчивая пожарной декларацией, мы ни сном, ни духом не знали, конечно. Потом в течение года все эти документы я получал корочку охраны труда, пожарной безопасности, мы получали пожарную декларацию, делали замеры сопротивления и так далее, и так далее. Там целый большой кусок работы и куча документов. На розетки клеили эти наклеечки 220 вольт, огнетушители ставили и так далее. А есть где-то это, можно прям посмотреть, или это ты опытом проб и ошибок? У меня по опыту моих проб и ошибок уже есть, скажем так, такой некий чек-лист открытия. Если там на старте он состоял из 5 пунктов, то сейчас он состоит из порядка 120 пунктов, на которые надо обратить внимание и какие нюансы могут быть. Элементарно, даже если мы говорим о технической составляющей, да, мы зашли в это помещение и не сделали даже элементарный аудит электроэнергии, вытяжки, общего состояния конструкции сооружения. Это нам дорого обошлось, но это был бесценный опыт. Отличная бизнес-школа в одном маленьком помещении. То есть, чтобы решить этот вопрос, лучше найти специалиста, который этим уже занимался, если у меня нет Да, опыта. как правило, есть специалисты, которые специализируются, например, непосредственно на открытии заведения. То есть запуск заведения — это отдельный бизнес-процесс, который предшествует следующему бизнес-процессу, собственно, работе этого заведения. Тоже у нас был такой прикольный момент. Мы думали, что мы сейчас месяц-два, мы сделаем ремонт, завезем оборудование, соберем команду, все круто сделаем, проработаем меню, запустимся и будем, сидеть, попивать кофеечек, радоваться жизни. И только после того, как мы открылись, мы поняли, что мы только сейчас начинаем действительно работать. И появилось еще 1000 следующих вопросов, о которых мы, опять же, слабоумие и отвага. Чистой воды. По поводу помещения ты сказал, есть дизайн, ремонт. Насколько это важно для посетителей? Как это влияет на ваш бар? И как дорого это стоит? Опять же, как я сейчас себе представляю на данный момент, да, у рестораторов есть такая фраза, да, что в ресторанном бизнесе главное 3 вещи. Это место, место, место. И абсолютно заслуженно и законно. Да. Сейчас наш гость, киевский гость, он хочет ходить в заведение, которое находится по пути его следования, да, привычному, рядом с метро, рядом с другими заведениями, куда он может пойти. Это чтобы была первая линия, чтобы были окна на улицу, чтобы было комфортно его найти, комфортно в нем находиться, из него куда-то переместиться. Место, конечно, очень важно. Есть еще 2 важных момента, на мой взгляд. Это эмоция, которую ты даришь. С другой стороны, есть заведение, куда ты приходишь, потому что там шикарные бургеры, отличные хот-доги, вкусное пиво. То есть куда люди приходят на продукты, и они, тут могу привести пример, допустим, Лесопилка, да, Варвар и Василий Микулин варят шикарное пиво, и люди готовы ехать далеко из центра для того, чтобы выпить вкусный продукт, свежее пиво. И, конечно, любая концепция — это некий баланс между местом, продуктом, впечатлением, атмосферой и всем остальным. По поводу мебели.
как брать экономию? Вот, допустим, я слышал в Макдональдсе, там делают мебель специально неудобную, чтобы там долго не сидели. Есть какие-то рекомендации по поводу мебели? Слушай, ну тут, опять же, наверное, надо чуть-чуть шире, да, ответить. И мебель, и оборудование, и свет, и звук, и так далее, ты уже подбираешь, исходя из той концепции, которую ты себе выбрал. Если у тебя, допустим, кафе быстрого питания, как Макдональдс, и тебе надо, чтобы у тебя люди быстро покушали, твои гости, и ушли, и уступили место следующим, то да, неудобная мебель, это очень, они правильно работают с пространством. Если же наоборот ты хочешь сделать какой-то вальяжный бар, лаунж-зону и так далее, где ты хочешь, чтобы гости много проводили времени, то, конечно же, ты делаешь для них мягкие диваны, ты делаешь так, чтобы они там, им было максимально комфортно. Насколько я знаю, у вас есть и кухня, и бар. И для всего этого нужно какое-то специализированное оборудование. Можешь рассказать про бар и про кухню? Какое нужно? Совершенно верно. Есть и бар, и кухня. Скажем так, есть такой необходимый минимум. Опять же, это все подбирается, исходя из конфигурации помещения. Естественно, это барная станция. 1, 2, 3. Это мойка, это холодильник. Это, там, если говорить про более мелкое оборудование, там, кофемашина, кофемолка, соковыжималка. А уже в какой комплектации, как его выставить, как его правильно расставить, зависит от той технологической линии, которую ты себе прописываешь. Но это я уже сейчас знаю. А сколько стоит минимальный набор? Ну вот, скажем так, в ту цифру $1000, которую я озвучивал, это с дизайном, со звуком, со светом, с оборудованием, с интерьером, с формой для персонала и так далее. И все это в $1000? Да, $1000 квадрат. А отдельное оборудование плюс-минус? Я отвечу по-другому тебе, что везде, где я на старте сэкономил на оборудовании, везде я имел головную боль. Рекомендация моя может звучать только так. Старайтесь брать максимально подходящее оборудование, то, которое рекомендуют специалисты, которые с ним работают, и стараться брать новое оборудование. А по кухне? По кухне, опять же, кухня еще шире у тебя варианты развития событий, потому что если, допустим, ты делаешь хот-доги, у тебя одно оборудование. Если ты делаешь украинскую национальную кухню, это другое. Если у тебя грузинская кухня, это третье, да. И опять же, тут меню диктует тебе тот набор оборудования, который тебе необходим. Плюс, опять же, помещение ставит свои ограничения. Но минимальный набор — это мойки, это разделочные столы, это холодильники, это морозилки, это пароконвектоматы. Ну и дальше, в зависимости от того, какая кухня, какой объем, сколько гостей и так далее. Каждый раз это некий такой конструктор, который собирается. И в зависимости от того, насколько правильно ты этот конструктор собрал, тоже во многом зависит успешность заведения. А по поводу помещения, мы не раз уже коснулись, но я понял, что должно быть, это помещение, куда легко добраться, ну желательно, там первая линия, чтобы видно было его. А вопрос такой, может ли быть в жилом доме, есть ли с этим проблемы? И еще какие-то моменты, что нужно обратить, там, электроэнергия, ты сказал. Да, конечно. Первое, в жилом доме очень часто есть конфликт интересов. Ну и он абсолютно закономерный. Почему? Потому что жильцы хотят жить в тихом, спокойном доме, а любой бар или ресторан предполагает какой-то шум, гам, веселье, вечеринки и так далее. Люди, когда выпьют, вообще имеют тенденцию громче разговаривать. Нам повезло, да, мы находимся в помещении, которое не жилое, над нами офис, они в 6 часов вечера уехали домой, и мы тут хоть до утра можем себе веселиться, курить на улице сколько хотим и так далее. Более того, и напротив нас нежилой дом, и справа-слева точно так же. Поэтому мы работаем до 2 часов ночи, мы можем себе это позволить. В жилых домах, да, как правило, есть нюансы, что с соседями надо согласовывать режим работы. Как правило, это режим работы до 11. Нюансы по электроэнергии, конечно, опять же, запуская проект, ты должен просчитать ту мощность, которая тебе необходима. Более того, это относится как к электроэнергии, точно так же, как к водоснабжению, точно так же и к воздухообмену. То есть в маленьком помещении сидит какое-то количество людей, им надо чем-то дышать. Более того, этот воздух должен специально подготовлен, должен быть там, отфильтрован, подогрет зимой, охлажден летом и так далее, чтобы гостю было комфортно у тебя в заведении. И это тоже такая существенная статья затрат. Кондиционирование, отопление. У вас пиар-бар, значит, вы точно знаете, как привлекать клиентов.
Что вы пробовали, что сработало, что не сработало? Ну, в ресторанной сфере мы говорим гость, а не клиент. Есть такая специфика, да, мы принимаем гостей, потому что это все-таки сфера гостеприимства в целом. Было много разных экспериментов, и где-то они до сих пор продолжаются, и мы щупаем, как сделать так, чтобы там, быть самым лучшим из лучшим, чтобы у нас ставились резервы там, за 3 дня вперед и так далее. По итогу, вот, по моим личным ощущениям, вот опять же в нашем формате, это такой маленький камерный бар, и люди идут к людям. Ну, мы не Макдональдс, мы не Пузата хата. Ну и когда мы открылись, к нам пришли наши друзья, им понравилось. Они пришли, буквально с первого дня у нас удалось создать какую-то такую френдли атмосферу. Потом пришли друзья друзей, потом они нас порекомендовали, потом они сказали: о, приходи в пиар, там классные коктейли. Потом кто-то приехал и сказал: о, там прикольный сидр и хот-доги. И вот такое вот сарафанное радио — это, наверное, лучший способ привлечь гостей. Никакие рекламы, промо, какие-то красивые картинки в Инстаграме — это все уже глубоко вторично. Желание служить гостю, да, в самом хорошем смысле этого слова, делать какое-то прикольное место и это ежедневно, регулярно транслировать. А вот то самое сарафанное радио, вы как-то усиливали от него эффект? Ну, допустим, там бонусы давали, либо какие-то призы, ну, как угодно, стимулировали или нет? Знаешь, мы с первого дня решили, что у нас не будет скидок, первое, и мы не будем вот эти вот акции, набившие оскому, там 1 + 1 = 3, значит, приди с подружкой, сделай чек-ин, получи коктейль Космополитен в подарок, или вот какие-то такие, они у меня вяжутся с какими-то 90-ми глухими, да. Мы работали над тем, чтобы создать дополнительную ценность. Вот мероприятие «Алкокульт просвет», о котором я говорил, это вот про дополнительную ценность. Этим мероприятием мы звали наших гостей, нашу целевую аудиторию, прийти и послушать что-то интересное, узнать что-то новое. Мы взяли для себя еще за цель рассказывать о том, какой алкоголь стоит у нас на полках, почему на некоторых бутылках написаны чьи-то имя и фамилия, да, кто такой Джек Дэниелс, кто такой Джеймисон, да, если там брать самые известные бренды. Есть масса интересного алкоголя, о котором украинский гость не знает, да, потому что со всех медийных площадок, из телевизора, с билбордов на него смотрят 2-3 известных бренда, которые говорят: вот только мы, только мы. А помимо них есть еще масса более мелких, но более интересных, более насыщенных, вкусных брендов, о которых мы тоже рассказываем. По поводу цифр. Если можешь, приблизительный оборот, наценку, возможно, то есть сколько можно с коктейля заработать? Ну, есть начну издалека. Есть пресловутая фраза про ресторанную наценку 300%. До того, как я там вот прикоснулся к ресторанному бизнесу, мне всегда казалось, что ресторан это зарабатывает, будь здоров. Связывая с ритейлом и так далее. Но на самом деле эти 300% наценки, 100 из них это аренда, 100 из них это зарплатный фонд оплаты труда. И еще 100 это налоги, хозяйственные расходы, коммунальные платежи и так далее. И там где-то вот чуть-чуть тонкой прослоечкой сверху это твоя прибыль. Насчет маржинальности бизнеса, тут, наверное, цифры варьируются где-то от 10 до 18% в хороший месяц. Опять же, в моем случае это очень зависит от тонкой настройки. Как ты работаешь с поставщиками, какие коктейли ты подбираешь, какая у них себестоимость, сколько к тебе пришло гостей, какой у тебя средний чек, как ты влияешь на этот средний чек. Есть масса показателей, которыми ты управляешь или стараешься управлять, выходя на те, скажем так, показатели, которые тебе нужны, чтобы считать свой бизнес успешным. А как ты считаешь, какие самые ключевые показатели, которые влияют на прибыль? Там 2-3. Ключевые вот в ресторанной сфере это, конечно же, средний чек, это, конечно же, количество гостей, это себестоимость продукта. Часто считают еще агрегированный показатель такой, допустим, количество гостей на метр квадратный или там оборачиваемость стола и так далее. Но это уже более специфические показатели. Или, допустим, стоимость работы повара на количество блюд. Это уже какие-то показатели, которые в целом тебе рисуют картинку твоего бизнеса и куда ты движешься и что у тебя происходит.
А вот по поводу количества гостей мы поговорили, это маркетинг. А по поводу среднего чека, есть какие-то инструменты, которые его повышают? Во-первых, это, конечно, ну, тут несколько факторов, да. Первый фактор — это работа с командой. Чем больше у меня, или чем лучше у меня там официанты и бармены знают меню и могут грамотно, корректно рассказать историю коктейля, его вкусовые характеристики, рассказать, какому коктейлю что выбрать из меню кухни, тем гость довольнее, тем средний чек выше. Второе — это грамотная работа с порциями, если мы говорим про кухню. У нас, опять же, был эксперимент, мы делали американские завтраки, и там выход был, по-моему, 470 или 490 грамм. И это была такая огромная тарелка, на которой там сосиски, яичница, картошка, фасоль, салат и так далее. Здоровый мужик берет это и не всегда доедает. Все, больше он ничего не закажет. Если же ты предлагаешь меньше порций, то гостю захочется заказать это, еще вот это попробовать. I said, did you say my name? Yeah. По поводу продукта, который вы вашим гостям предлагаете. Что самое ходовое из напитков, из еды? Первое, что мы делаем, это коктейли. Самое популярное, тут, наверное, я ударюсь в детали и буду рассказывать про категории коктейлей на джине, на бурбоне и так далее. В целом назовем коктейли. Есть пару коктейлей, ну, скажем так, наших фирменных, которые мы делаем. Это Wedding Memories. У него есть своя история. Это наши гости решили у нас сыграть свадьбу. И мы для них сделали специально этот коктейль. И он у нас остался в меню, он понравился другим нашим гостям, и он существует и дальше. Следующий коктейль — это Морза, это черный коктейль с белой пеной, который мы делали специально в этом году для барометра. Мы сделали просто феноменальный фурор, мы всех порвали этим сочетанием черного и белого, абсолютно не характерный цвет для еды, для напитка. Это хот-доги, у нас вкусные хот-доги, к нам на них ходят уже 4-й год. Хумус, ну и дальше, наверное, все остальное. Я немного подсмотрел, я видел, что составляют какие-то листы. Как вы поступаете с напитками или остатками? Что это за листы? Тебе попались на глаза. Это как бы часть внутреннего рабочего процесса. Мы называем это старт-лист и стоп-лист. Некая подсказка команде на смене по тем позициям, которые сегодня могут отсутствовать в меню по каким-то причинам. Например, поставщик подвел, или они там вчера закончились, кухня не успела приготовить еще, да, и сейчас активно этим занимаются. И чтобы он умел правильно управлять ожиданиями гостя и сразу гостя предупредить при заказе о том, что эта или другая позиция отсутствует, да, и предложить альтернативу. Топ-лист — это те позиции, на которые мы делаем упор, и это, опять же, подсказка менеджеру заведения о том, о чем сегодня напомнить там, официантам и барменам, что сегодня предложить гостям, чем их удивить. Ну и это там, часть бизнес-процесса. Какой-то продукт у нас застоялся, какие-то коктейли официанты подзабыли. Ну, мы таким образом им напоминаем. Я думаю, всем интересный вопрос по поводу того, где вы покупаете там тот же алкоголь, продукцию, и дешевле ли это, чем в супермаркетах? Тут особой тайны нет. Есть поставщики, импортеры алкоголя в Украину. Их, наверное, там с десяток крупных, начиная от Гудвайна и заканчивая компанией ТС+. С кем-то из ними у нас сложились такие, практически с первого дня, такие дружеские рабочие отношения. Они нам делают, скажем так, хорошие цены, с нами сотрудничают, делают нам доставку. А насчет цен в супермаркетах, наверное, это будет для многих открытием, но в супермаркетах цены, особенно там, на торцах, на распродажах, красная цена и суперакции, они всегда либо как минимум равны, а очень часто и ниже. Потому что, сколько алкоголя может пролить маленький коктейльный бар, который льет там порционно алкоголь, по сравнению с супермаркетом, в котором покупают бутылками, ящиками, тележками и так далее. Конечно, поставщик отдает предпочтение в плане ценообразования. Это я как менеджер по продажам в прошлом понимаю несопоставимость объемов. То есть коктейльные бары, рестораны — это больше имиджевая история, да? Это место потребления. Это место, где гость знакомится с алкоголем, где у него возникает приятная ассоциация. Именно этим этот канал важен. А уже в супермаркете он знает этот алкоголь, его покупает там, себе домой, там, на вечеринку, на день рождения и так далее. По поводу сотрудников, какой минимальный, то есть кто должен быть? Официант, бармен, кто еще в баре? Минимальный набор. Да, минимальный набор. Тут, опять же, все зависит от тех объемов, которые у тебя есть, да, сколько у тебя этого бара, насколько он маленький или большой. У нас в баре есть бармены, которые стоят за баром, которые работают. У нас бар закрыт, но, опять же, в силу планировки помещения.
У нас есть менеджер смены, это человек, который отвечает за все, что происходит в баре на его смене. Да? Он знает ответы на все вопросы, он встречает гостей, он их обнимает, укутывает, усаживает и так далее. Есть официанты, есть повар на смене и есть хозяюшка. Мы так называем, то есть уборщица, человек, который следит за чистотой в помещении. Вот это, наверное, минимальный такой набор штатных единиц. Ну и, конечно, бухгалтер, товаровед, те люди, которые там остаются всегда за кадром, но работа которых тоже очень важна для корректной работы заведения. У меня товарищ когда-то работал барменом и, ну, по крайней мере, по слухам, зарабатывал больше, чем хозяин. Как вы контролируете персонал? В контексте вопроса, да, к сожалению, да, есть такой момент, что ходила, опять же, фраза из 90-х, да, лед и пена, хлеб бармена. Ну, к сожалению, да, потому что действительно культуры сервиса, культуры гостеприимства не было как таковой, и она сейчас только возникает, возрождается. Но это, наверное, некий такой тоже отпечаток в целом культуры нашего общества и развития там Украины в целом. Ну, конечно же, мы там контролируем ребят и не создаем прецедентов, либо каких-то там соблазнов. Есть система учета, есть система переучетов, есть система сверок с поставщиками, есть работа тайного гостя, есть видеонаблюдение. Все эти факторы вкупе позволяют держать руку на пульсе и понимать, что у тебя в бизнесе происходит. Кто этим занимается? Ты или это занимается там менеджер? У каждого из сотрудников есть там часть своего функционала. То есть что-то делает главный бухгалтер, что-то делаю я, что-то делает менеджер заведения, что-то мы все вместе, там, рабочая группа и так далее. Есть хорошая фраза у Алекса Купера о том, что ресторанный бизнес сложен, потому что это у тебя 3 бизнеса в одном. У тебя производственный процесс, да, ты производишь продукт, и у тебя есть весь набор процедур, связанных с производством, да, поставщики, логистика, производственный цикл и так далее. У тебя второй бизнес — это магазин. То есть ты тот продукт, который ты произвел, ты его продаешь. И третий бизнес, который у тебя находится в одном помещении, это, собственно, сервис. Как ты встречаешь гостя, насколько ты ему рад, насколько ты компетентен в том продукте, который ты производишь и продаешь, насколько гостю комфортно у тебя, насколько ты знаешь стандарты сервиса и знаешь, с какой стороны положить вилку, нож, как предупредить гостя и сделать так, чтобы ему было комфортно. Поэтому бизнес непростой, но интересный. По поводу вот поставщиков и логистики, а к вам эти все продукты, алкоголь, все остальное, вам привозят или вы можете сходить в магазин купить? Мы стараемся наладить работу таким образом, чтобы нам привозили. Мы устанавливаем сроки поставки для поставщиков. То есть, допустим, днем у нас менее там, насыщенная работа. Мы поставщикам говорим, что приезжайте к нам до 4 вечера, согласовываем с ними даты и сроки. Если что-то там неожиданно закончилось, то да, мы можем там сбегать в супермаркет, докупить какую-то, не знаю, бутылку вина, допустим. Если вдруг у нас зашла компания и выпила там 2 ящика вина, и нам срочно надо иметь его в запасе до следующей поставки от поставщика. Какие у тебя были самые большие финансовые потери, либо там репутационные за весь период развития тебя как ресторана? Ой, да их куча было на самом деле. Самые яркие. Слушай, самые яркие — это спустя полгода, как мы взяли это помещение и открылись. Под нами находится подвал, где находится на данный момент кухня и став-зона. На тот момент это было такое полуаварийное помещение с стенами, которые были покрыты мхом. Это такой старый подол. Они были затянуты каким-то ДСП старинным, который уже пропиталось какой-то влагой, грибком и так далее. И в какой-то момент мы приняли решение, что надо привести в порядок это помещение внизу. Я демонтировал эти панели, и оказалось, что несущая балка, она стоит на 3 кирпичах, которые уже потрескались. И а бар работает. А здесь наверху пляж, и там иногда люди прыгают, идет движуха, и люди заходят и так далее. И это было, конечно, караул, какие-то распорки. Я вызвал знакомого архитектора, который пришел, говорит: уходите отсюда и так далее. И мы быстро это был абсолютно непредсказуемый расход. Мы быстро это все начали ремонтировать, ставить распорки, гидроизолировать стены и так далее, и так далее. Это там было месяц или полтора, просто ремонта в работающем заведении. Никому не посоветую. И, конечно, это, наверное, самый большой мой вывод был о том, что прежде чем брать помещение в аренду, его надо очень внимательно изучить. И сейчас у меня, там, если я рассматриваю какие-то объекты там, на будущее, или мне предлагают какие-то интересные варианты, у меня туда заходит строитель, электрик, сантехник, монтажник, вентиляционщик, куча людей, которые мне на старте уже дают информацию о том, в каком состоянии помещения, что там надо сделать и так далее. Это был очень дорогой, очень такой сложный урок.
Второй момент — это, опять же, где мы сэкономили. Да? Мы работали на просто компьютерах, притащенных из дому. Там стояла система учета и все остальное. И в какой-то момент мы поймали вирус, и вся информация просто была вот этот вирус, который все шифровал. Мы поймали этот вирус, и просто мы в какой-то момент остались без системы учета, без документов, без понимания, что у нас вообще происходит. Это был второй такой крупный, жирный факап. Там бухгалтерия снова восстанавливала всю документацию, все движение. Но это сделало нас сильнее. Мы купили сервер, мы заключили договор с обслуживающей компанией, которая нас сопровождает по IT-безопасности, по хранению данных и так далее. Осталось только то, что было в облачном хранении и так далее. По поводу у вас бар. Да, Здесь это люди так. пьют. И на каждого человека алкоголь действует по-разному. Это И правда, вот, да. наверное, наверняка возникают какие-то конфликтные ситуации. Что вы в этот момент делаете? Охрана, либо пытаетесь уладить, или как это у вас происходит? Ну, у менеджеров есть целая инструкция по тому, как действовать, потому что, ну, ты абсолютно правильно сказал, что на каждого гостя по-разному влияет. Наш плюс в том, что мы очень атмосферное заведение, и мы, ну, скажем так, не масс-маркет, да, далеко не дешевая наливайка, куда идут все вокруг, да. Во-вторых, у нас до сих пор нет вывески, и мы не особо торопимся ее делать, и с улицы нас не так заметно, и нам это очень нравится. Гость, проходя по серой Сагайдачного, такая туристическая артерия, он открывает дверь и оказывается в каком-то отдельном мире, да, с приглушенным светом, с приятной музыкой, играет какой-то там Фрэнк Синатра, да, там звук шейкера, да, готовятся коктейли, он попадает в другой мирок, в другое пространство, и мы очень дорожим этим. И это немножко является барьером, который отсеивает не нашего гостя. Мы достаточно четко понимаем портрет нашего гостя, и, ну, у нас не набухиваются, не упарываются в хлам, да, там, в сопли, там, не упиваются. Да, иногда такое бывает, но, как правило, люди ведут себя интеллигентно. Если это какие-то конфликтные гости, то у нас есть договор с охранной службой, которую мы вызываем. Есть звонок в полицию, если это уже какой-то открытый конфликт и так далее. У менеджеров есть инструкция, как им поступать в любой конфликтной ситуации. Мы стараемся контролировать наших гостей. Знаешь, есть хорошая фраза: мы в ответе за тех, кого мы напоили. Да, и да, если бармен видит или официант видит, что гость выпил второй, третий, там, четвертый коктейль, да, и немножечко уже он соловеет или косеет, у них есть полное право сказать: слушайте, давайте я вас угощу кофе, предложить ему воды. Мы воду предлагаем гостям бесплатно, потому что, опять же, это очень важно, когда ты пьешь алкоголь, пить достаточно воды. И мы стараемся гостя немножечко перенаправить от алкоголя. А по поводу вот персонала, вернусь к этому вопросу. Это боль, наверное, каждого предпринимателя. Где вы его легко найти бармена? Где вы его ищете? Да. Я вот на данный момент я связываю сложности в ресторанной сфере с персоналом, да и, наверное, вообще в Украине, с тем, что у нас идет очень сильный перекос по финансам. И по продукту, и по зарплате, и по всему остальному. Найти команду непросто. Еще сложнее найти ребят, которые будут гореть этим делом, которым это будет нравиться. Что помогает? Помогают сформулированные ценности. Мы понимаем, что мы здесь делаем, как делаем, для чего делаем, что мы здесь создаем. И, наверное, лучше всего работает именно вот тот момент, когда мы транслируем свои ценности и говорим: ребята, мы ищем однодумцев, мы ищем тех, кто нам нужен. Да, ты можешь размещать вакансии на Work.ua, к тебе приходит официант, он хочет заработать каких-то денег, ему там устраивает местоположение, ставка и все остальное. Но, как правило, такие люди недолго задерживаются. У нас там мы тоже экспериментировали с этим каналом, мы тоже пробовали там размещать вакансии, там HR работал, там нам приходили одни, вторые, третьи, мы их обучаем, мы там рассказываем и так далее. Но если у тебя нет вот какой-то баланса по ценностям, и человеку непонятно, что здесь происходит, он достаточно быстро увольняется, уходит, ну и, как правило, он разочарован. Да? Одному бармену хочется делать какие-то простые напитки или работать на летнем баре, или работать на дискотеках, а другому бармену интересно поработать именно с теми ликерами, которые стоят на полке, и это легендарный продукт, там, Шартрес, Бенедиктин и так далее. Это напитки, которые льются по всему миру, и ты приобщаешься к коктейльной культуре. Если это ценно, человек остается, он развивается, и мы в него вкладываемся, и мы растем вместе дальше. Смотри, у нас блог для тех, кто занимается бизнесом, либо вот начинают заниматься. И все мы хотим друг другу быть полезными. Какие у тебя планы на дальнейшее, и чем вы можете друг с другом быть полезны? Мы оказываем консультационные услуги, мы помогаем ставить бары и коктейльные карты ребятам, Киев и по всей Украине. Это первое.
Второе, у нас есть выездной стенд, такие выездные барные мероприятия. Допустим, если вы хотите организовать у себя небольшую вечеринку на 30, 50 или 150 или 300 человек, мы можем приехать и помочь сделать на ней классные коктейли, красивый стенд и создать нашу атмосферу нашего бара на выезде. А говоря про мои планы, мне интересно развиваться в следующем году более активно, и уже я рассматриваю и подыскиваю помещение под следующий бар и готов общаться с инвесторами, с теми, кому интересно разделить эту идею, кому это близко или у кого что-то внутри там дзынькает или зажигается, открыть PR-бар 2 или какой-нибудь. Еще один хороший коктейльный бар. Больше баров хороших и разных. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит подарок нашим подписчикам за самый интересный и веселый комментарий. Что это будет? Поступлю банально, это будет сертификат на 1000 гривен на отдых в PR-баре за самый крутой комментарий. Ну что ж, друзья, пишите обязательно комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи. Пока.